Абу-Даби – город, который ломает все ожидания. И сегодня я покажу вам его с той стороны, о которой вы вряд ли слышали. Мы увидим Лувр, который парит над водой, прогуляемся по настоящим мангровым лесам, зайдем в самую легендарную мечеть страны, познакомимся с культурой, откроем уютные места для досуга вечером, побываем в доме 3 религий, окажемся в музее, где можно ходить босиком в воде, и зайдем в действующий президентский дворец, сердце современного наследия страны. Поехали! Я была здесь однажды в 2017 году, когда Лувр только открылся. И вот спустя годы я снова возвращаюсь сюда вместе с вами, чтобы посмотреть его заново. Это место называют культурным мостом между Востоком и Западом. Первый мультикультурный музей арабского мира, символ открытого диалога. Архитектор Жан Нувель спроектировал здание так, что оно будто бы парит над водой. Купол из 7850 звезд создает световой дождь, а вокруг морские каналы. Здесь ты чувствуешь, что как будто бы оказался в другом измерении. Вес этого купола около 7500 тонн. Это как Эйфелева башня, только лежащая над тобой. И все это ради главной идеи. Концепция Лувра Абу-Даби – рассказать историю человечества в 12 главах, от древности до наших дней. Не по странам, не по религиям, а по темам, которые объединяют нас всех. Потому что в каком бы веке или точке мира ты ни родился, мы все задавали себе одни и те же вопросы. Это музей не о разделениях, а о том, как много у нас общего. Я достаточно быстро прошлась по первым залам и подвисла на залах с картинами. Не со всеми, но некоторые прям мне были очень интересны, поэтому где-то что-то смотрела, читала, гуглила. В общем, интересно. Вернусь сюда в ближайшее время. У меня скоро приезжает подруга, родители приедут, поэтому погуляю, посмотрю еще и не раз. И очень советую следовать, потому что реально классно. Всего 20 минут от центра Абу-Даби, и ты попадаешь в другой мир. Асфальт, небоскребы, шум кондиционеров – все это остается позади. А впереди тебя ждет деревянная тропинка, тишина, соленый воздух и вода под ногами, если повезет. Важный нюанс: перед тем, как соберетесь сюда ехать, обязательно посмотрите на сайте расписание приливов и отливов. Хотя, может быть, и не обязательно, потому что я вроде смотрела, но либо я не поняла, либо что-то у них не было обновлено, потому что на сайте было, ночью было 2 метра, сейчас метр с чем-то, но на деле воды нет. Поэтому смотрим просто экосистему. Мангровые деревья – это вообще что-то фантастическое. Они растут прямо в соленой воде, а их корни торчат наружу. Знаете зачем? Чтобы дышать. Да-да-да, это не поэзия, им реально нужен кислород, когда вода все заливает. Они фильтруют соль, очищают воздух и защищают побережье от волн. А еще это целая экосистема.
рыбы, крабы, птицы, черепахи – все это прячется среди этих корней. Объединенные Арабские Эмираты славятся тем, что на территории Эмиратов находится 13 мангровых заповедников, 8 из которых находятся здесь, в Абу-Даби. Интересный факт, который я прочитала на входе, что 26 июля, оказывается, отмечается Международный день мангровых деревьев. Маршрутов здесь много, от коротких до длинных. Можно идти самому или с рейнджером, а еще тут по утрам часто проводят йогу. В общем, идеальное место, чтобы выдохнуть, замедлиться и просто побыть с природой. Ну что, мы приехали в самую красивую и главную мечеть страны. Огромная, белоснежная и неожиданно тихая. Это одна из самых больших мечетей в мире и, возможно, одна из самых красивых, которые вы когда-либо увидите. Построена в честь шейха Заида, основателя Эмиратов. Мечеть открыли в 2007 году во время месяца Рамадан. И с тех пор сюда может прийти абсолютно каждый, независимо от вероисповедания. Вход бесплатный. Экскурсии тоже есть, но даже без гида вы многое почувствуете и поймете сами, потому что здесь не только про религию, здесь про ваши внутренние ощущения. Вы проходите подарками и будто попадаете в другое измерение. 82 купола, самый большой прямо над молитвенным залом. Колонны украшены перламутром. На полу самый большой ковер в мире. Его ткали почти 2 года вручную. А над головой люстра весом 12 тонн из кристаллов Сваровски. Но все это просто детали, очень красивые детали. Сюда стоит обязательно приехать не только ради красивых фото, но и чтобы почувствовать эту атмосферу изнутри. Абу-Даби – это не только культура и музеи, это также люди, искусство и культура, которую я только-только начинаю изучать. Название города переводится как «Отец газели». По легенде, кочевники нашли именно здесь воду, следуя за редкой газелью. И после этого поселение стало носить имя Абу-Даби. Интересно, что связь с животным миром в Абу-Даби чувствуется и сейчас. Например, соколиная охота – это не просто древняя традиция, а часть современной культуры. Здесь у соколов есть паспорта, медицинские карты, а в столице работает одна из крупнейших в мире соколиных больниц. Мы недавно туда, кстати, ездили. И я вам скажу, это не просто клиника, это огромная зеленая территория, которая больше похожа на резорт. Настоящий оазис посреди пустыни. На территории также есть шелтеры для животных. Там можно найти себе пушистого друга. И вообще я заметила в Абу-Даби гораздо больше кошек, чем, например, в том же Дубае. И стоит сказать, что все они, большинство из них выглядят достаточно хорошо. Ухоженные, сытые, не тощие, достаточно упитанные. И вот такой интересный момент, допустим, в месте, где мы живем, каждое утро я вижу человека, который проезжает на велосипеде с огромным мешком корма, килограмм 15, наверное, и кормит кошечек. И вот в таких деталях, в чистом шелтере, в движении велосипеда с пакетом корма для кошечек, в уважении к животным и чувствуется настоящий ритм Абу-Даби. Немного медленно, спокойно, но с душой.
А теперь перейдем к части, чем же заняться вечером в Абу-Даби. Один из вариантов – ресторан Туту. Это уютное итальянское место с теплой атмосферой, открытой кухней и настоящей итальянской пастой. Тут приятно провести вечер вдвоем, подходит и для свидания, и просто для тихого ужина. Еще один вариант – West Bay. Это ресторанная набережная у воды с более расслабленной обстановкой, я бы сказала курортной. Здесь можно встретиться с друзьями, поужинать под живую музыку, посмотреть на воду и просто спокойно провести вечер. А если вы ищете, как провести вечер более активно, то тогда отправляйтесь поиграть в гольф. Здесь можно заказать напитки и закуски. Подходит для тех, кто хочет провести вечер активно, но без лишнего шума. Ну что, мы поиграли в гольф. Я играла впервые, первый раз в жизни. Очень прикольно. Сначала вообще ничего не получалось, потом уже 15 ярдов, 50 ярдов. Я не знаю, сколько это метров. Надо посмотреть, загуглить. Максимум у меня был 78, по-моему, а у мужа 132. Ну, вообще мы молодцы до первого раза. Короче, прикольное место, если вы в Абу-Даби и думаете, чем бы заняться таким необычным. И, наконец, район Аль-Кана. Это современное городское пространство с большим выбором кафе, ресторанов и длинной прогулочной набережной. Советую отправиться сюда, например, сразу после мечети, если вы смотрели ее на закате. Здесь приятно просто погулять, посмотреть на огни, заглянуть в разные заведения и почувствовать вечернюю атмосферу города. Следующая остановка – остров Саадият. В переводе с арабского его название означает «остров счастья». И это не просто красивая фраза. Саадият находится всего в 10 минутах от центра Абу-Даби. Через мост буквально, и ты уже в совершенно другой атмосфере. Здесь просторно, тихо и больше природы. Пляжи на этом острове выглядят так, как на открытке. Белый песок, вода голубого цвета, как на Мальдивах, ровная линия горизонта. Иногда, правда, создается ощущение, что ты не в Абу-Даби, а где-то на одном из островов на Мальдивах. Но остров – это не только пляж. Здесь находится Лувр, в котором мы уже с вами были в самом начале этого выпуска, а в ближайшие годы рядом откроются еще два крупных музея – Гугенхайм и Национальный музей Заида. Но есть и еще одно необычное место, которое я советую вам обязательно посмотреть. В 2019 год был объявлен в Эмиратах годом толерантности. И подтверждение тому – этот комплекс. Это место, где находятся 3 здания – мечеть, церковь и синагога. Рядом, друг с другом. И суть показать, что да, мы все можем быть разными, но жить в уважении друг к другу. Эта мечеть названа в честь великого имама Аль-Азгара Ахмеда Эль-Тайеба. Снаружи можно увидеть 7 арок. В исламе это особое число. Оно связано с полнотой, гармонией и завершенностью. Своды внутри словно стремятся к небу, наполняя пространство светом и тишиной. А еще здесь больше 400 резных деревянных панелей, сквозь тонкую резьбу которых красиво проходит мягкий свет. И все эти панели сделаны вручную. Представьте только, сколько труда вложено в каждый элемент. Рядом стоит церковь. Ее посвятили Франциску Ассизскому, святому, который в XVIII веке учил людей жить просто и открыто. Церковь построили так, чтобы алтарь смотрел на восток, туда, где рождается первый свет. Но сегодня зайти вовнутрь у нас не получилось. Как раз в это время шла служба. Но мы обязательно вернемся сюда во второй части влога про Абу-Даби. А чуть дальше – синагога, названная в честь Моисея бен Маймона, еврейского философа и ученого. Фасад построили так, чтобы он напоминал легкий плетеный навес, вдохновением для которого стали шалаши, которые возводят на праздник Суккот, вспоминая время странствий по пустыне. Наверху разместили большое круглое окно, отсылающее к хупе, шатру, под которым проходят еврейские свадьбы.
Неделю назад в Абу-Даби открылось место, которое полностью меняет представление о музеях. И это Team Lab Phenomena. 17 тысяч квадратных метров пространства, где нет привычных стен, картин и аудиогидов. Только свет, вода, проекции и полная свобода движения. Каждый шаг здесь – это переход в новую реальность. Иногда ты идешь сквозь огромные движущиеся стены, иногда босиком по колено в воде, чувствуя, как пространство буквально обнимает тебя. Весь музей разделен на две части – сухую зону и мокрую зону. В мокрой обязательно нужно разуться и снять носки, но не переживайте, для этого есть специальные шкафчики. В общем, перед последней экспозицией нужно снять носки, все, что есть, как и оставить это в кепке. И можно идти. И чтобы чувствовать себя комфортно, лучше сразу надеть шорты, легкие платья или юбки. Отдельная история – это зал с пеной. Перед входом вы надеваете дождевик, защитные очки и маску. И оказываетесь внутри гигантского светового облака, где хочется просто раствориться. То место, где вы реально почувствуете себя ребенком. А после выхода из этой комнаты вас обдует теплый поток воздуха, и будет зона для того, чтобы сполоснуть ноги. Интересный момент, что в музей запрещен вход в обуви на каблуках. Здесь нужно двигаться легко. Если у вас чувствительный вестибулярный аппарат, стоит быть осторожнее. Некоторые залы, особенно в начале маршрута, могут в прямом смысле вскружить вам голову. Если чувствуете дискомфорт, их можно пройти быстрее или лучше даже пропустить. Когда переходишь из одного зала в другой, иногда становится настолько темно, что кажется, что стены исчезли. Я не знаю, зачем я снимаю, потому что ничего не слышно и ничего не видно. Team Lab Phenomena – это не место, которое нужно осмотреть. Это место, которое нужно прям прочувствовать. Здесь ты перестаешь быть зрителем. Здесь ты становишься частью этой вселенной, которая рождается на твоих глазах. Ну что, ребятки, вышла я из этого музея. Очень прикольное место. Это вообще ничего общего с обыкновенным музеем, картин, живописи, истории. Тут не ждите, просто будете, как дети, наслаждаться всеми этими шарами, пеной, водой. Ножки подмерзли в конце, кстати. Но реально классно. А теперь место, которое в Абу-Даби называют сердцем культуры и дипломатии – Каср аль-Ватан – президентский дворец. С первого шага здесь захватывает дух. Огромные залы, сверкающие купола, тончайшие детали – все это выглядит невероятно. И самое удивительное – это не музей. Это настоящий рабочий дворец, где проходят встречи мировых лидеров. Под этим гигантским куполом звучали речи президентов и шейхов. В зале духа сотрудничества решались вопросы, которые меняли ход истории. А банкетный зал, переливающийся серебром и хрусталем, видел торжественные ужины на самом высшем уровне.
Но Каср Аль-Ватан – это не только про политику. Внутри спрятан дом знаний. Это библиотека с редчайшими рукописями. Старинные издания Корана, Библии, псалмов, книги о культуре, истории и науке. Здесь собраны мысли и мечты самых разных эпох. А еще здесь есть зал президентских подарков, где каждый экспонат – это отдельная история. Покажу вам, какие подарки подарил Казахстан Эмиратам. Меч, как символ силы. Роскошный шапан, расшитый золотыми нитями. И памятная монета в честь Экспо 2017 в Астане. Каждый дар – это послание о дружбе, уважении и благодарности. В общем, это очень классное место, которое я обязательно вам советую посетить, когда вы будете в Абу-Даби. Это не просто про политику, это про культуру, это про знания, это про уважение, ну и вообще просто интересно, как выглядит настоящий дворец, где собираются лидеры стран. На этом все. Честно, мне самой не хочется заканчивать. Я только начала узнавать Абу-Даби по-настоящему и влюбляться в этот город. Впереди еще столько удивительных мест. И обещаю, вторая часть будет уже совсем скоро. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить.